Здрасте. Сегодня поговорим о дырках. Да что ж такое-то? Об отверстиях. Не о прямых, которые каждый сверлит как может. Одни при помощи угольника, другие при помощи уровня. Мы сегодня поговорим о кривых отверстиях. Область их применения – гидравлические, воздушные и топливные системы. Секрет их изготовления до выхода этого ролика знали только единицы. Чтобы познать тайну, надо просто внимательно досмотреть до конца. Проточил до нужного диаметра кругляк D16T. Перпендикулярно продольной оси просверлил отверстие для заправочного штуцера. Отрезал лишнее, отторцевал. И вот именно на этой детали покажу весь процесс от начала до конца. Для лучшего понимания параллельно буду показывать анимированный чертеж детали в разрезе. Сверлю отверстие строго по оси детали до перпендикулярного отверстия и снимаю фаску. На чертеже это отверстие выглядит вот так. Вкручу обратный клапан для удержания давления. С другой стороны просверлю отверстие и нарежу резьбу для манометра. Да и сам манометр вкручу, чтобы понятнее было. Если сейчас просверлить отверстие по оси детали, то манометр будет показывать давление только во время заправки. А я хочу контролировать давление постоянно. Нужно обойти заправочное отверстие. Вот так. Тогда манометр будет показывать текущее давление внутри резервуара. Именно то, что мне и нужно. Для рытья черного хода в обход имеющегося колодца. Для начала откручу все лишнее. И манометр, и клапан. Не ради забавы, а не запороть для. Строго по оси со стороны манометра сверлю отверстие. Стоп! Не насквозь, а только несколько миллиметров. До перпендикулярного отверстия доходить нельзя, а то деталь придется выкинуть. Следующее отверстие сверлю вдоль детали со стороны клапана. Оно должно пройти между заправочным отверстием и краем. Если интересуют размеры, диаметр сверла 2 мм, расстояние от центра отверстия до края 5-6 мм. Сверлю перпендикулярно отверстие, чтобы соединить между собой предыдущие каналы. Не спешите с выводами. Смотрите внимательно. Эту хитрость вы точно не знали. Вот ентих штукуевин возле любой стройки, как сами знаете, чего забанить. Одной штучки хватит лет на 5, если у вас не массовое производство кривых отверстий. Делаются они из всякого в обычной жизни непотребства, но имеют уникальнейшие свойства и прекрасно подходят для нашей задачи. Не-не, варить алюминий электросваркой не собираюсь. Я в здравом уме. Пока. Нужно снять размер между стенкой отверстия и внешней стенкой детали. Чем точнее, тем лучше. У меня получилось чуть меньше 5 мм. Полученные показания желательно уменьшить на 1/2 и зафиксировать штангель барашком. Пришла пора заняться тем, что из-за бани притащил. Со стройки. От электрода нужен только сердечник. Чистить его весь нет смысла. И хвостовика хватает. При помощи маркера переношу на него размер со штангеля. А дальше... Воспользуюсь бормашинкой, купленной в Перекрестке где-то в 2006 году. До сих пор прекрасно работает. Только патрон другой установил. С ним оперативность замены насадок и сверл значительно выше. Все прекрасно зажимается от руки. Для равномерного отпиливания прокручиваю электрод. Срез получается перпендикулярным. По внешнему диаметру отсутствует недопиленный фрагмент. Если что-то и остается в центре, то можно подровнять. От целого электрода всего-то нужна вот такая малюсенькая пипулька. В одно из просверленных отверстий нужно вставить сверло, которым его сверлили, только обратной стороной. Хвостовик сверла должен упереться в дно отверстия, как показано на чертеже. Этот тупик сделан специально и технологически очень важен.
вертикальное отверстие вставляю пипульку, отпиленную от электрода. Лучше, если она зайдет с небольшим натягом. Шоркать электрод напильником не надо. Просто используйте подходящее сверло. Для перфекционистов существуют развертки. Точно по центру пипульки ставлю острие керна. Прицеливаюсь молотком. Размахиваюсь. И так нежно. Молоток должен быть удобный и иметь достаточный вес. Нужен один хороший удар. Точный и по делу. Сверлышко, правда, потом тяжело вынимать. Но на всякое сопротивление найдутся плоскогубцы. Или тиски. Важный момент. Перед началом сборки обязательно обезжирьте отверстие и пробку. Пипулька которая. Результатом проделанных спецопераций является вот такое кривое отверстие в обход других отверстий изделия. Пробка в результате механического воздействия равномерно расширилась и основательно заткнула отверстие. Мгновенно прикипела. Этот эффект наблюдается именно с материалом, применяемым для изготовления электродов. Использование винтика в качестве затычки целесообразно в изделиях с низким давлением. Некоторое время. Но если вам нужна надежная пробка, запомните этот метод. Изделие после изготовления прошло гидравлическое испытание под давлением 300 атмосфер, после чего вот уже 15 лет работает под давлением до 250 атмосфер. Надеюсь, предоставленные цифры развеют ваши сомнения. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый интересный материал. Лайк? Ну да, вряд ли он будет лишним. Желаю вам крепкого здоровья.